Привет, друзья! Меня зовут Юра, вы на канале Шикаяма, и мы с вами будем сегодня готовить. Мы всегда готовим. Давно, на самом деле, не готовили чего-то сладкого, и вот я думаю, что пришло время, все-таки я же кондитер. Мы с вами приготовим очень классный кекс, который мы с вами наполним, соответственно, при выпечке, перед выпечкой, точнее, наполним с вами изюмом, цукатами и орехами. Итак, давайте быстренько пробежимся по продуктам, которые нам сегодня понадобятся. 250 граммов сливочного масла. Это мука, ее у меня здесь 400 граммов. Это сливки, это может быть молоко, ряженка, сметана, йогурт, неважно. 250 граммов. Это сахар, его здесь 400 граммов. Это, естественно, яйца. Здесь у меня 6 желтков, 6 белков. Ну и наполнения, которые у нас будут. У меня будет здесь цукаты, грецкий орех, разрыхлитель и изюм. Разрыхлитель это не совсем наполнитель, его здесь 14 граммов. Изюм я предварительно замочил в кипятке, 10-20 минут он у меня постоял, я его откинул, охладил, он нам нужен холодный. Замочил я его специально, потому что он так становится сочнее. Можно замочить его в роме или в коньяке, это будет еще интереснее. Только не грейте ром или коньяк, пускай его изюм напитает сам. Вот, естественно, у нас есть форма. Вот, у меня такая большая форма. Это на 800-граммовую буханку хлеба или же, кекс ориентировочно будет килограмм. Есть масло сливочное, которое я буду потом показывать вам, что с ним делать, как его выкладывать на кекс. Это в самом конце. Естественно, пергамент. Мы будем выстилать нашу форму пергаментом. Ну а сейчас мы приступаем непосредственно к готовке. Итак, что же мы делаем? Сахар мы примерно на две части разделим. То есть часть сейчас у нас примерно половина отправляется к маслу. Нам нужно хорошо перетереть масло с сахаром, чтобы оно у нас посветлело, немножко увеличилось в объеме и превратилось в такое некое подобие помадки. Пока мы это делаем, мы можем взять и добавить в муку разрыхлитель. И вот у меня еще есть подготовленная миска. В этой миске мы сейчас смешаем все наши наполнители. Орех мы так вот немножко разломаем. Все-таки здоровый орех нам не нужен. Касательно наполнителей. Я взял на вот этот вот килограммовый кекс, я взял 100 граммов орехов, 100 граммов цукатов и 130 граммов изюма, не замоченного. Я его потом замочил и думаю, что он у меня превратился где-то порядка 160-170 граммов. В принципе, можно взять и больше. Вы можете больше всего туда напихать, не стесняйтесь. Тесто достаточно плотное, сильное, чтобы поднять и не умереть, в общем, при подъеме. Да? А то бывает, что слишком много начинки, тяжело идет. Можно заменить это все на шоколад. Тоже очень прикольно будет. Итак, вот мы поломали орехи. Теперь мы сюда добавляем изюм. Изюм уже замоченный. И все это перемешаем. Вот наше масло, как мы видим, оно уже у нас такое превратилось в помадку. Дальше мы начинаем сюда добавлять желтки. Добавляем желтки, добавляем их по одному, ну или по два. Просто по чуть-чуть. Каждый раз хорошо перемешиваем. Это важно. Как только все перемешалось, можно начинать сливки. Сливки также добавляем по чуть-чуть, чтобы они не разбрызгались и хорошо бы вмешались. Итак, вот мы перемешали наши сливки, уже масло, желтки, все уже там. Все готово, видно, что такая кремообразная консистенция. Все, замечательно. Теперь мы сюда добавляем муку и разрыхлитель. Муку и разрыхлитель мы должны просеять, для того, чтобы все равномерно там было перемешано. Мука, я имею в виду, и разрыхлитель. Ну и плюс мы отсеиваем, видите, всякие тут твердые частицы муки.
Такое иногда бывает. Итак, берем. Если вручную, если в миксере, то на самой маленькой скорости. Очень-очень аккуратно все это сейчас перемешиваем. Все, перемешали. Мы с вами сделали базу, которая называется база на кекс. Теперь мы ставим взбиваться наши белки с сахаром. Сразу же добавим сюда сахар. И поставим их взбиваться. Все, это взбивается. Теперь мы в наше кексовое тесто давайте добавлять нашу начинку. Просто ее сюда высыпаем и перемешиваем. Уже чем-то похоже на кулич, да, тесто. Ну, просто с виду. На самом деле вообще не похоже, это абсолютно другое тесто. Но с виду мне это уже напоминает такой кексовый кулич. Кексулич. Вот так вот. Итак, вот наши белки уже практически взбились. И как раз пока они практически взбиты, мы будем подготавливать нашу форму. Форма у меня обычная, из нержавейки. Если она у вас и с антипригарным покрытием, вам в принципе подготовка ей никакая не требуется. У меня же я лучше подготовлю, да, выстелю ее пергаментом, чтобы потом не вырезать и не травмировать мой кекс. Итак, прежде всего смажем обычным растительным маслом нашу форму. Просто ее вот так вот пройдемся кисточкой по бортикам. Это нам надо для того, чтобы к стенкам прилип пергамент. Можно на самом деле смазать сливочным маслом и просыпать мукой. Тогда, в принципе, пергамент особо не нужен, но будьте готовы к тому, что на стенках вашего кекса будет мука, которая будет белым налетом. Выглядит это будет не айс и не секси вообще совершенно. Итак, я подготовил пергамент. Вот у меня есть один длинный кусок и два коротких куска. Длинный у меня ложится на дно и торцы. А вот эти широкие у меня ложатся на боковые стенки. Все, сейчас мы его подровняем. Все. Как раз форма наша подготовлена. Белки наши взбиты. Они взбиты в такое некое подобие меренги. Слегка недобиты. Это специально, потому что хорошо взбитые белки достаточно сложно вмешивать в массу. Они начинают рыхлиться, и получается, что вы очень долго замешиваете, и в итоге у вас все опадает. Итак, для начала мы добавим часть белков, где-то, наверное, половину, сюда в наше тесто, для того, чтобы его облегчить, сделать более податливым для смешивания дальнейшего. Мы, в принципе, не гонимся за сохранением объема этой части белков. Но, желательно, конечно, чтобы они не опали прям в ноль. Но помним, да, что эта часть белков выступает у нас в роли некоего такого облегчителя общей массы. Давайте теперь добавим оставшиеся белки и заметим. Все, когда мы видим, что следов белка больше не осталось, мы можем наше кексовое тесто перекладывать в нашу форму. Берем и перекладываем. Форму мы заполняем на 2/3. Полностью не заполняем, потому что нужно место, куда кекс будет расти. И если мы заполним полностью, он просто вырастет у нас вокруг нашей формы, что нам не интересно.
Поэтому вот так вот на 2/3 заполнили форму, оставили место для роста, выровняли нашу массу. И теперь в ход идет сливочное масло, которое мы здесь подготовили заранее. Что мы сделаем? Выложим вот такую вот полоску из сливочного масла. Вот такой вот. Особо него не жалейте. Это масло потом придаст красивое раскрытие нашему кексу. Все, кекс готов. Ну, в смысле готов, он еще сырой. Мы его ставим в печь. Печь у нас разогрета на 180 градусов. И запекаться он у нас будет где-то порядка 35-40 минут. Ну, все зависит от печи. Мы будем его проверять по ходу нашей выпечки. Вот мы испекли кекс. Новая версия подачи кекса я вам показываю. Очень аккуратно, чтобы выглядел. Ну, как знаете, можно вверх ногами. Я вот сделал вот так. Видите, какой аккуратный брусочек. Очень эффектно. Можно его чем-нибудь украсить здесь. Но это даже не обязательно. Он у меня стоял 40 минут. Я его проверял по ходу выпечки. 40 минут было прям идеально. Ну что, давайте мы его теперь отрежем и попробуем, что у нас получилось. Вот наш кекс. Наш кекс с цукатами. Очень нежный. Видно по нему, что он не сухой, а очень такой пружинистый. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.